Всем привет, уважаемые друзья, с вами канал Ольги Пак. Сегодня у меня тема, как сделать ровно текст посередине в программе Paint 3D. Такой вопрос мне задал один из каналов в одном из моих видео. Сегодня я хочу вкратце показать, как это сделать, не займу у вас много времени. Давайте перейдем к делу, зайдем в Paint 3D, у меня есть программа на компьютере, загрузим ее. Далее заходим в меню, откроем файл какой-нибудь. Так, вот я загрузил картинку, чтобы поинтереснее смотрелось. Теперь нам нужно вставить сюда текст, для того, чтобы показать, как выровнять этот текст. Вы видите, вот я когда нажал левой кнопочкой на картинку, да, у меня такая стрелочка здесь появилась. Вот я двигаю, и у меня стрелочка появляется. Я могу двигать вправо-влево. Вам нужно поймать просто ее. Дальше вы, когда выравниваете ее, потом начинаете уже левой кнопкой нажимаете для того, чтобы начать писать. И пишите, например, с новым. Так, дальше вам нужно его выделить для того, чтобы увеличить в размере. Сделаем 130, растянем его вот таким образом, для того, чтобы он у нас уместился. Дальше, видите, он у нас по левому краю переместился, мы его делаем посерединке. И вот я мышкой двигаю вверх-вниз, и у меня стрелочки появляются 4 такие в разные стороны. Вот таким образом она выравнивается. Значит, предупреждаю, если вы уже просто мышкой нажмете, вы не сможете его переделать, он не меняется. То есть вот таким образом. Никак не поменять. Неудобно вот так сделали здесь. Вы хотите поменять, но не можете. Значит, можно его просто отменить, нажать вот сюда и удалить этот текст и написать заново его. В трехмерном тексте вы можете это сделать. Давайте нажмем трехмерный текст, нажмем сюда опять левой кнопочкой, напишем опять. Так, шрифт сделаем. Выделим его, сделаем шрифт вот такой. Дальше подвинем. Увеличим немножко его, чтобы... таким образом. Так, и здесь видите, также опять стрелочки у нас появляются. И далее здесь вы можете менять. Мы ставим посерединочке ее и выравниваем по стрелочкам. Таким образом. Дальше, если вы нажали в сторонку, он у нас восстал. Мы можем левой кнопочкой нажать на нее, и у нас она выделяется. Вот левой кнопкой нажали, выделилась, и дальше вы можете ее двигать, перемещать туда, куда вы хотите. То есть крутить как хотите. Менять ракурс. Так менять. Так можно посмотреть на него. То есть вот так. Просто левой кнопкой нажали 1-2 раза, и он появляется у вас. А дальше уже выравниваете по ходу уже сами. Вот. Значит, смотрите, трехмерный текст он меняется. А просто текст он не меняется. Вот таким образом это можно сделать. На этом, если вам полезно было мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь с другими. Ждите следующих видео. Всем всего доброго, до скорой встречи, всем пока-пока.